Привет, друзья! Рада вас видеть на уроке русского языка. И сегодня мы с вами поговорим о правилах речевого этикета в русском языке. Звучит очень серьезно, но в реальности это правила общения, правила коммуникации, которые позволяют нам быть культурными, быть вежливыми и уважительно выражать свои мысли по отношению к другим людям, по отношению к собеседникам. Я не хочу забрасывать вас трудными словами и терминами, поэтому наш сегодняшний урок я разделила на несколько частей, и в каждой части расскажу вам, как использовать определенные слова, выражения, которые мы часто называем формулами вежливости. Начнем с формул приветствия и прощания. Здесь приведу несколько примеров, которые мне показались очень интересными, когда я переехала из России в Польшу. Что, например, в поликлинике, когда ты сидишь и ждешь очереди, чтобы попасть к врачу, люди говорят тебе обычно «здравствуйте», но обязательно тот, кто выходит от врача и уходит, говорит «до свидания». Это норма. Помню, что меня это очень удивило, потому что в России не принято в таких ситуациях говорить «до свидания». Поэтому, если вы ждете приема к врачу или находитесь в общественном месте, не удивляйтесь, пожалуйста, что русские не скажут вам, незнакомому человеку, «до свидания». То же самое я наблюдала в лифте, например, в Польше, а в Испании так обязательно. Если ты заходишь с кем-то в здание, и уж точно, если ты едешь в лифте, то тебе нужно поздороваться, сказать «здравствуйте». В России, опять же, это не принято. Люди не здороваются друг с другом в лифте. По крайней мере, так было, когда я была подростком. Еще упомяну, что незнакомым людям очень некультурно говорить «привет» и «пока». И иностранцы иногда думают, что «привет» — это нейтральное приветствие, но это неправда. «Привет» мы говорим близким, друзьям, членам семьи. Незнакомым людям мы не можем сказать «привет». Конечно, можем, но реакция может быть самая разная. Нейтральная форма приветствия – это «здравствуйте» или «добрый день». Видео о разных формах приветствия в русском языке есть на моем канале. Я вам оставлю ссылку в описании, если вы хотите познакомиться с этой темой. Следующая категория слов – это формулы благодарности. То есть это слова «спасибо», «благодарю» и «пожалуйста». И здесь опять-таки есть интересный нюанс, то, что в русском языке, в отличие опять-таки от польского и от испанского, не принято говорить «пожалуйста» каждый раз, когда кто-то нам говорит спасибо. Для меня это тоже было очень интересным открытием, что в Польше обязательно, если тебе говорят спасибо, тебе нужно ответить «пожалуйста». В испанском языке тоже обязательно отвечаем на спасибо, ответ больше не за что, но обязательно есть
ответ со второй стороны. Не удивляйтесь, пожалуйста. В русской культуре очень часто нет ответа на спасибо, и это не значит, что люди некультурные или грубые. Просто это абсолютно нейтральная ситуация, если в ответ на спасибо вам просто покивают головой. И я бы сказала, что это такая типичная реакция, просто что вам покивают, типа, да, я услышала ваше спасибо. Дальше у нас формулы извинения, когда мы что-то сделали и хотим извиниться. У нас в русском языке существует два слова «простите» и «извините». Они крайне близки по значению, и мы их можем использовать в одинаковых ситуациях. Я бы сказала, что для меня «простите» чуть более легкое слово. То есть я его использую в ситуациях, когда случилось что-то незначительное. А если я хочу попросить прощения и сказать: «Ой, извините, я не хотела», то я скорее использую слово «извините». Что интересно, когда мы обращаемся к незнакомым людям на улице, то очень часто такое обращение нужно начинать со слова «извините». Например, «Извините, вы не подскажете, где здесь ближайшая остановка автобуса? Простите, где здесь ближайший банкомат? Извините, вы не знаете, как называется эта улица?» В русском языке нет формы обращения, хотя иностранцы думают, что мы обращаемся друг к другу в формальных ситуациях. Господин, госпожа. Но мы так не говорим. И не пишем так тоже. Такая правда. Так вот, если таких слов нет, то как обращаться к незнакомому человеку? Я рекомендую всегда обращаться на «вы». Извините, пожалуйста, вы не поможете мне заполнить эту анкету? Простите, вы не подскажете, где здесь вход в здание? Простите, вы не могли бы мне помочь? Нам не нужно в этих ситуациях, в этих контекстах использовать дополнительное обращение. Достаточно сказать «извините» и использовать слово «вы». Еще раз повторю, мы можем использовать только слово «вы», никаких «ты». Разве что вы уже человек зрелого, очень зрелого возраста и обращаетесь к кому-то очень молодому. Тогда да, даже незнакомому человеку мы можем сказать «ты». По-русски на «вы» обращаются к учителям, педагогам, профессорам, воспитателям. И это не показатель огромной дистанции. Нет, хотя это, безусловно, подчеркивает иерархию. Но прежде всего это показывает наше уважение к человеку, то, что мы не говорим ему «ты», как своему другу или члену семьи. И у меня не раз были разговоры с поляками, которым я часто говорила «пан» и «пани», и они мне говорят, это обращение, из-за которого мы чувствуем себя старыми. А я переносила эту русскую форму «вы», потому что по-русски обращаться к кому-то на «вы» – это правда такая очень уважительная, красивая форма обращения. Ты – это вот мой дружбан, моя подруга или член семьи.
А всем, кому я говорю «вы», я выражаю уважение. Может быть, недостаточно хорошо их знаю или знаю, но я хочу показать, что мы не на одном уровне. И еще один важный факт. В русском языке просьба выражается с помощью повелительного наклонения глагола. То есть формулировки типа «подскажите, пожалуйста», «помогите, пожалуйста», «напишите, пожалуйста», «прочитайте, пожалуйста», «ответьте, пожалуйста, на мой вопрос». Это вежливые формулировки, это вежливый способ выразить просьбу. Это не звучит грубо. Для моих польских учеников специально скажу, что в русском языке также допустимо сказать «прошу дать мне кофе с молоком» или «прошу помочь мне с этой анкетой». Такая конструкция существует. Только нужно помнить, что это не то же самое, что сказать «помогите мне, пожалуйста», «принесите мне, пожалуйста, кофе с молоком». В чем разница? Разница в том, что «прошу» в русском языке – это глагол «просить», это форма глагола «просить», которая имеет значение выражать просьбу. То есть, когда я говорю «прошу», это буквально значит, что я сижу и прошу. И этот дополнительный оттенок здесь присутствует. Поэтому русские люди не скажут «прошу мне помочь» вместо «помогите мне, пожалуйста». Друзья, в заключении нашего урока поделюсь своими размышлениями, а именно тем, что языковой этикет, речевой этикет, с моей точки зрения, тесно связан с культурой данной страны, с ее традициями, обычаями. Когда я приехала в Польшу, я очень наблюдала за тем, как люди разговаривают друг с другом в общественных местах. И многие ситуации меня удивляли. Я до сих пор помню, как сидела в кафе во Вроцлаве, ко мне подсел мужчина, спросил, можно ли сесть, было свободное место, я сказала да. Он поел, встал и сказал мне спасибо. Я помню свой шок. И я такая была очень смущена. Я думаю, что ему сказать? Пожалуйста? За что? Это же не я приготовила ему обед. И я помню, что мне не осталось ничего, у меня не было других вариантов. Я ему сказала «пожалуйста». И потом я разговаривала с друзьями-поляками. Я говорю, ну скажи мне, что мне нужно было ему ответить? И интересно, что в польском языке в ответ на «спасибо» в таких ситуациях ты тоже говоришь «спасибо». Но поскольку в России вообще так бы никто не сказал, я абсолютно не знала, как реагировать и что ему ответить. А тоже мне не хотелось молчать и быть некультурной. К чему я веду? К тому, что каждая культура имеет свою специфику, свои нюансы, и это отражается, в частности, в способе общения. Если вы находитесь в другой стране, то лучший способ, с моей точки зрения, стараться наблюдать и повторять то, как реагируют, что говорят носители языка в разных
общественных местах в разных ситуациях, когда мы находимся в группе людей. По-русски есть интересная пословица. Она существует в разных формулировках, но значит одно и то же. Не суйся в чужой монастырь со своим уставом. Что это значит? Что, может быть, это не самая лучшая идея приходить куда-то и диктовать там свои правила. То есть, например, приехать в другую страну и использовать язык и формулы вежливости так, как ты привык их использовать в родном языке. И я, друзья, рекомендую вам прислушиваться к тому, как говорят носители языка, перенять эту манеру общения. Друзья, благодарю вас за внимание. Если этот урок вам показался полезным, познавательным, поделитесь, пожалуйста, им с теми, кто тоже изучает русский язык. Я вам очень благодарна за поддержку моего канала. До встречи на следующих уроках. Пока!